Сегодня мы поговорим об одной из самых популярных и универсальных специй в мире – черном перце. Мы узнаем все, от его истории и полезных свойств до кулинарных секретов и их применения. Оставайтесь с нами, будет остро и интересно. Еще в древние времена к черному перцу прилип титул короля специй. Сегодня мы добавляем щепотку этих острых молотых зерен почти к каждому кушанию. А когда-то эта специя была на вес золота, ее использовали в качестве валюты, а в некоторых странах даже даровали богам в качестве жертвоприношения. Интересно, что на санскрите название специи звучит как марич. И точно так древние индусы называли солнце. А что известно сегодня о свойствах перца? Полезен ли он чем-то еще, кроме того, что улучшает вкус наших любимых блюд? Оказывается, да. И список полезных свойств намного больше, чем можно было предположить. Использование в народной медицине. Впервые о черном перце как продукте, обладающем полезными для организма свойствами, упоминается в аюрведе. В старые времена для укрепления здоровья применяли перец-горошек, настойки из него и эфирные масла, которые употребляли перорально и внешне в форме компрессов, растираний, ванн, ингаляций, полосканий. Но в любом случае важно четко соблюдать дозировки, так как малейшее превышение допустимых порций может вызвать неприятные побочные эффекты. В народной медицине черный перец – популярное средство против простуды и кашля. Считается, что вылечить кашель можно, если трижды в день принимать щепотку молотой специи, запивая ее водой. Чтобы побороть простуду, советуют 4 раза в день съедать по 2 изюмины, в которые впихнуть по горошине черного перца. При диарее полезно выпить столовую ложку топленого молока со щепоткой черного перца, а при тяжести в желудке смесь малабарских ягод, кумина и топленого молока. Для лечения респираторных заболеваний народные целители советуют заварить в молоке немного черного перца и куркумы. Чтобы избавиться от радикулита и болей в суставах, полезно принимать лекарства из оливкового масла и черного перца. В стакан масла положить 2 столовые ложки перца-горошка и томить на водяной бане 15 минут. Охлажденное средство полезно втирать в больное место. Мазь из топленого масла и молотого перца народные целители используют для выведения бородавок, для лечения экзем, фурункулов, крапивницы и воспалений на коже. Для лечения лишая на Востоке использовали смесь черного перца и хны. А если измельчить черные зерна в пудру и смешать с простоквашей, получится народное средство от веснушек и прыщей. К тому же черный перец, по мнению древних индусов, полезен при импотенции. Приверженцы аюрведы советуют смешать в равных пропорциях острую специю и сахар, затем половину чайной ложки этой смеси развести в стакане молока и выпить. Курс лечения 7 дней. Полезные свойства. Это удивительная специя. Ей приписывают антисептические, антибактериальные, противомикробные, анальгетические, антиспазматические, антиоксидантные, тонизирующие, согревающие, ветрогонные, мочегонные и желчегонные свойства. Уже упоминалось, что в составе специй есть жгучее вещество пиперин. Так вот, благодаря именно этому компоненту черный перец полезен для улучшения циркуляции крови в организме, а также в роли стимулятора секреции пищеварительных ферментов. Небольшие порции черного перца полезны для сердечно-сосудистой системы, в частности как средство, улучшающее циркуляцию крови и предотвращающее чрезмерное тромбообразование. А в сочетании с медом, этот продукт становится очень полезным для дыхательной системы, в частности, помогает вывести слизь и предотвращает ее чрезмерное образование. Эту специю называют лучшим стимулятором пищеварительной системы. Она выводит из организма токсины, шлаки и паразитов, благотворно сказывается на работе печени, полезна при инфекционных заболеваниях мочевого пузыря, холере, астме и нарушениях работы нервной системы. Кроме того, черный перец называют лучшей специей для похудения. Как показывают результаты разных исследований, некоторые химические вещества, содержащиеся в ней, разрушают жировые клетки. Но желающие сбросить лишний вес с помощью специи, должны знать, что ее суточная доза – это не больше 4 грамм.
Для ускорения жиросжигания полезно пить коктейль из сока огурцов 100 мл, болгарского перца и помидоров по 50 мл, в который добавить щепотку свежемолотых малабарских ягод. Использование в кулинарии. Применение черного перца в кулинарии напрямую зависит от степени его зрелости. Наиболее востребованный черный перец, используемый в пищевой промышленности и домашней кухне. Перец-горошек или молотый добавляют практически во все блюда, в том числе холодные закуски, первые и вторые блюда, консервы и маринады. Он сочетается с мясом, птицей, рыбой, овощами. Белый перец обычно является компонентом сливочных соусов, и его добавляют к блюдам из белого мяса и рыбы. Зеленый перец – традиционная специя в азиатской кухне, хотя европейцам эта приправа также не чужда. Зеленый перец является универсальной специей, подходящей к мясу, рыбе, морепродуктам, птице, разнообразным соусам. Но, пожалуй, самое оригинальное использование специи – добавлять ее в десерты и некоторые напитки: кофе, чай, коктейли. Кстати, в классических рецептах русских пряников, индийского и прибалтийского печенья также содержится эта острая специя. В кулинарных целях используют перец-горошек и молотый. Первый без потери качества можно хранить в герметичной упаковке в течение нескольких лет. Срок годности молотого не больше 20 дней, дальше он теряет вкус, аромат и полезные свойства. Поэтому для приготовления пищи лучше брать свежемолотый перец. Всем огромное спасибо за просмотр, и если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!